Всем привет! Сегодня у нас расклад «Роль судьбы», да? Запланировано или по выбору. И прежде чем начать наш расклад, конечно же, говорю тебе, пойдем в проживание арканов. Там ты проработаешь все свои страхи, затыки, отношения, саму себя и прочее, и прочее, и прочее. А также есть манифест, в котором ты можешь научиться ставить защиты, чистить людей, да, чистить саму себя, пространство, чакры и так далее. Все ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. И давайте в долгий ящик откладывать не будем, сразу начнем наш расклад. Кстати, в проживании арканов доступно обучение точечное по колодам. Эта колода там тоже есть, светлый провидец. Итак, первый вариант. Шут перевернутый, его оставляем также. Четверка кубков. Король жезлов. Семерка пентаклей. Паж кубков. И шестерка пентаклей. Кстати, справа вверху в экране вы видите коробочку деревянную. Угадайте, что там. Это сразу наводка. Это такая штука, которая бывает у каждого своя. И она в единственном числе на всей планете Земля. И у каждого она своя. И она абсолютно ничего не стоит. Ну, я имею в виду в плане денег. Но она у каждого есть, и она своя. Кто-то нашел ее, кто-то не нашел ее. Это не может быть 2, 3 и так далее, но есть она. Вот угадайте, что это такое там в коробочке. Размер примерно со спичечный коробок. Сама коробочка — это не от этой вещи. Это просто я отдельно коробочку заказал для этой вещи. Вот и угадайте, что это такое. Итак, к раскладу давайте вернемся. Что действительно судьбоносно в твоей жизни? Ну смотри, тут по шуту перевернутому, да, ты можешь считать, что какая-то сила, она выбрала для тебя путь, да, но правда в том, что самое судьбоносное — это твоя способность подняться после падения. Вот смотри, вот взгляни на свою жизнь, да, сколько раз ты оступалась, но опять и опять находила, как говорится, повод двинуться дальше, да, силы подняться. Даже если ты думала, что там все, я больше не могу. И вот эта сила — это и есть твои настоящие рельсы судьбы. Люди порой ждут, что вот обстоятельства сыграют главную роль, да, там течение обстоятельств и так далее и тому подобное. Но у тебя вот в генах зашито умение не отступать. Понимаешь? И вот перевернутый шут, он тут и говорит, что если кто-то думает, что ты постоянно совершаешь какие-то рискованные ходы впустую, это на самом деле, как сказать, твоя якобы случайность, как сказать, больше, чем план. Вот нет, не так. Вот смотри, вот эта якобы случайность — это план твой. Понимаешь? То есть это не случайность, о которой думают другие. И, конечно же, назревают в жизни вот эти повороты дурацкие, да, но ты проходишь через это, как будто у тебя на сердце броня. И когда что-то случается, то ты выпутываешься, потому что ты внутри знаешь, что за тобой уже не одна победа. А судьба дает тебе привилегию оставаться на плаву, даже в самых там трудных ситуациях и сценариях. Какая часть твоей жизни формируется твоим выбором? Ну смотри,
вот это все твое «я не хочу» и так далее, оно куда сильнее любого внешнего давления. Понимаешь, можно было бы говорить там про цели, про мотивы, но ключевое — это твой отказ от того, что тебе не нравится, и поиск того, что близко по душе. Понимаешь? То есть карта про, как сказать, лень, апатию, да, но вот на самом деле это не просто «не хочу ничего делать», это твой фильтр. Ты отбрасываешь то, что не приносит тебе там радости, вдохновения и так далее, но зато ты охотно кидаешься туда, где, как говорится, видишь свет в конце тоннеля. И так получается, что вот в эти именно моменты, когда ты твердо говоришь «нет, это не мое», да, это формирует твою жизнь. Уходишь из скучной там обстановки, закрываешь отношения, где нет эмоций, уходишь там с работы, которая, не радует. И кто-то в этом видит, конечно, каприз, но на самом деле это твоя система выбора. Если душа не лежит, ты не работаешь, как говорится, через силу, не играешь чужие роли. И получается, что вся часть жизни, где ты вот сейчас находишься, она выстроена из вот этих дерзких «не хочу». Понимаешь? Или наоборот, «хочу и буду». Этим ты и прокладываешь свою собственную тропу судьбы. Как ты видишь судьбу или случайность в своей жизни? Смотри, тут скорее, знаешь, ты смотришь на судьбу как какой-то простор идей, да, где вот внезапные шансы могут всплыть, и их надо за хвост хватать. И вот карта про то, что про твою огненную энергию. Любишь сорваться с места, там, в один вечер, в одно мгновение решить какую-то глобальную задачу, да? Если мир тебе вызов кидает, то ты не ждешь второго приглашения. Это значит, что случайности ты воспринимаешь как трамплин, да? Это вот как «О, трудно, надо попробовать». Вот примерно вот так вот. И при этом ты не веришь, что там все жестко прописано, правила я имею в виду. Ты видишь судьбу как, знаешь, какой-то сценарий со множеством развилок. А случайность — это кнопка такая, на которой написано «выбрать поворот», да «выбрать дорогу». Один раз нажала, дорожка устремилась в другую сторону. Еще раз нажала, уже в другую. Понимаешь? И все же у тебя есть по этой карте такое ощущение, что иногда события как будто специально срастаются, когда ты готова действовать, да, и насчет результата, если не думаешь. То есть у тебя философия жизни такая, что высшие силы, они подкинут шанс. А уж там воспользуюсь я им или нет, это уж я сама решу. Вот примерно вот так все. Что можно изменить и как? В тебе очень много энергии. Но 7 пентаклей, она про то, что тебе вот все время сложно ждать вот результата. То есть ты то хочешь быстрый результат, да, а жизнь иногда требует настойчивости, терпения. Так что менять, как сказать, надо именно отношение к процессу роста. Понимаешь? У нас вопрос, что изменить свое отношение к ожиданиям. То есть зернышко посеяла, да, дай ему прорасти. Хочешь выучить там японский язык, то уделяй этому ежедневное время, пусть даже маленькими шагами, но стабильно, нудно и так далее, понимаешь? А у тебя-то энергии много, и тебе хочется все здесь и сразу. Хочу знать японский язык прямо сейчас за 1 час, да? Наверное, не раз гуглила, там, как изучить язык там за неделю. Или отношения строить, да? Если чувствуешь потенциал, то мгновенной вот этой идиллии не жди. Выстраивай доверие постепенно.
Понимаешь? Сразу не будет никогда идеально. Даже если вы идеально идеальные, да, то все равно притирки будут. Важно, важно победить вот эту привычку «я все хочу сразу» или там «бросаю». Понимаешь? Чуть больше терпеливого, спокойного вот этого подхода к делам, и тебе откроются результаты, о которых ты раньше только мечтала. И не надо думать, что это скучно, да, на любое свое дело, когда вот оно размеренно идет. Понимаешь? Потому что иногда вот нужно в себе выработать, понимаешь, такую привычку, что, как сказать, самим процессом наслаждаться нужно уметь. Выработай в это себе. Понимаешь? И тогда из маленькой там идеи вырастет огромное успешное там начинание отношений и так далее. И, конечно же, поначалу ты будешь нервничать, потому что это противоречит твоей природе. Понимаешь? Типа медленно же растет это семечко. А еще и, наверное, это семечко откапываешь 150 раз, посмотреть, оно там не проросло ли. Но, знаешь, такая природа реальных дел. Они требуют времени. Если ты дашь это время, они тебя удивят. Не дашь время, ничего и не будет. Что будет, если ты изменишь это? Ну смотри, если ты примешь вот эту идею, что любое серьезное дело требует терпения, да, то ты увидишь, что как твоя жизнь перестает быть дерганой. Понимаешь? То есть выстроится в более спокойный ритм. Пашкубков, он, знаешь, показывает, что это даст тебе новое вдохновение. Даже, я бы сказал, эмоциональное обновление. Ты сможешь больше воспринимать, больше, проще воспринимать там мелкие неудачи и, конечно же, не будешь бросать свои начинания на полпути. То есть научишься радоваться вот этим промежуточным результатам, да, и самому процессу, а не топить себя мыслями, так сказать, должно быть идеально или сразу это мне не надо. И самое главное, тебя перестанут разочаровывать твои собственные ожидания. Когда цель достигается, пусть даже там через небольшой крюк, да, счастье, оно становится еще слаще. И ты ощутишь, что появилось там больше времени на то, чтобы наслаждаться процессом, а не гнаться вот за этой финишной лентой. Понимаешь? А в эмоциональном плане это просто снимет стресс и даст тебе больше легкости по жизни. Понимаешь? Шестая — это совет, но по шестерке пентаклей, знаешь, это, как сказать, вот ставь ставку, да, на обмен взаимной энергии, а не на чистый эгоизм. Если хочешь, чтобы люди шли тебе навстречу, дела ладились и так далее, сначала сама предложи руку помощи, да, прояви искренность, даже в отношении самой себя. В этом и есть смысл. Твои ресурсы — это там время, деньги, эмоции и так далее — это же не просто способы самоутвердиться, но это и инвестиция в благополучие, в будущее. Причем это касается и работы, и любви, и всего абсолютно. Вкладывайся не только головой, да, но и сердцем, не ожидая, что вот все вернется в то же мгновение. Нет. Тебе придется поверить в такой принцип, что Вселенная, она возвращает по заслугам. Да, паразиты бывают, но ты научишься отличать их, когда вот устанавливаешь здоровые границы. Это я про отношения и про мужчин. И тогда ты заметишь, да, что все, что ты отдаешь, оно к тебе возвращается. Просто не сразу. Но в таком объеме, который тебе, как говорится, и не снился.
если научишься ждать. И вот секрет здесь в том, что вот не превращать свою там благотворительность в обязанность. Помогай от души, а не из страха потери. И тогда это станет твоим личным, как говорится, магнитом на удачу. Первый вариант какой-то сумбурный получился. Ну, кто понял, тот понял. Кто до конца все понял, тому это и расклад. Давайте перейдем ко второму варианту. Итак, двоечки. Что действительно судьбоносно в твоей жизни? Ну, смотри, ты вот думаешь, что все в твоем мире — это результат твоих решений, да? Но есть одно «но». Это мощный поток, который вот каждый раз незаметно корректирует твой вот этот маршрут по жизни. И он проявляется в том, что вот после любого там нервного срыва, какого-то безумного периода в жизни ты неожиданно вот возвращаешься к равновесию. Хоть и сама даже не понимаешь, как это вообще все происходит. И вот это, знаешь, это как будто вот твой внутренний навигатор, да? То есть раз, и ты уже такая в эпицентре шторма. Или раз, а ты уже в тихой гавани, где душа твоя обретает снова спокойствие и так далее. И именно это и есть судьбоносная та нить, которая задана свыше, которая не дает тебе свалиться в кювет. Понимаешь? Пока ты внутри жонглируешь вот этим хаосом, этим там сказать, беспорядком, вот этот глубинный механизм, он собирает тебя по кусочкам и напоминает, что у тебя есть свой внутренний баланс. Так судьба вот заворачивает твои самые безумные сюжеты так, чтобы ты не ушла в полный разнос. И это не произвольная удача, нет. Это твоя особая связь вот с чем-то большим. Понимаешь? Вот с чем-то большим, который вот прописал, что тебе суждено в конце концов найти гармонию. Даже если приходится идти к этой гармонии через там шторм, бурю и всякие неприятности. Какая часть твоей жизни формируется твоим выбором? Ну смотри, да, у тебя есть вот этот скрытый автопилот, да, но в реальности ты сама решаешь, будешь ли ты инициатором вот этих изменений, да? Ну или там станешь сидеть и ждать какого-то очередного знака свыше. Понимаешь? Если твои мозги так устроены, что ты ни за что не полезешь в рискованное дело без плана, да, то именно этот план — это и есть твой выбор. Можешь долго прикидывать, там, сорваться ли тебе в новый проект или признаться в чувствах другому мужчине, да? Но когда все же ты говоришь вперед, то это же твоя личная воля, да, и ничего больше. Никто не заставляет. Понимаешь? Если у тебя внутри зреет проект, ты вот можешь годы вынашивать его в уме, да, или можешь там завтра встать и сказать, ну все, я делаю это прямо сейчас, сию секунду и так далее. И тогда судьбе остается только подбрасывать тебе возможности. Понимаешь? А брать их или нет, только ты решаешь, никто другой. В итоге что получаем? Каждое твое вот это «хорошо, я иду на этот шаг» — это ключевой фактор, который меняет жизнь. И если ты не двинешься, то ничего само не придет. Судьба не соблаговолит. То есть судьба тебе подкидывает, а ты уже решаешь, понимаешь? Как ты видишь судьбу или случайность в своей жизни? Ну смотри, ты часто
Вопросом таким задаешься, да, а не знак ли это там свыше, судьбы и так далее. Особенно, когда вот внезапно встречаешь мужчину, да, который говорит тебе там про любовь, ну или человека, который тебе про идеи говорит, да, как будто случайно ты про это до этого думала. И это заставляет тебя верить, что какие-то совпадения, они чересчур странные, чтобы быть, ну, просто случайностью. Но при этом ты не отрицаешь, что все-таки все в твоих руках. И получается, у тебя складывается вот это, как сказать, двоякое, гибридное отношение, да, что судьба подкидывает события, но ты сама выбираешь, подхватить ли вот эти события. И если иногда у тебя ощущение, что кто-то сверху подстроил встречу вот с нужным человеком, да, то в другие моменты ты мысленно говоришь: да нет, это я сама. Это я сама, мне никто ничего не... за меня никто ничего не решал. И вот так ты балансируешь между высшими сюрпризами, да, и собственной предприимчивостью. Что хорошо иногда, это я сама, что там, это судьба. Судьба для тебя — это как тонкий намек. То есть случайность — это дружеский толчок. Судьба — тонкий намек. А реальное действие ты делаешь, как будто это твой выбор. Что можно изменить и как? Ну смотри, в твоем характере есть одна такая вещь. Как только ты сталкиваешься с непредсказуемостью, то хочется все контролировать, обеспечить себе заранее, как сказать, заранее подтвержденный успех, но такой подход, он просто зажимает тебя в рамки, не давая выжить максимум из ситуации. А что делать нужно? Учиться, да, идти на небольшой риск, даже если нет вот этой 100% гарантии. Твоя рациональность будет ворчать, а вдруг не получится, а вдруг все сорвется и так далее. Но именно в моментах, где нет полной ясности, кроется вот этот новый виток твоего роста. Понимаешь? Потому что иногда ты цепляешься за слишком привычные методы и не даешь месту, для эксперимента. Попробуй разрешить себе хоть там чуть-чуть импровизировать. Если видишь возможность что-то предпринимать, но логика тебе говорит: погоди, еще мы не подумали, да, то дай себе шанс попробовать. И ты удивишься, увидев, что жизнь, она просто быстро перестраивается вот под твои вот эти смелые шаги. Если не бояться разрыва вот этого шаблона, конечно же. Что будет, если изменишь это? Ну смотри, приняв больше открытости, да, к непредсказуемым маневрам, ты заметишь, как ты сама становишься спокойней. Понимаешь? Когда ты перестаешь пытаться все держать в жестких границах, то тревожность уходит. Хоть это и парадоксально, да? Ты узнаешь ценность фразы вот это «плыви по течению», которую я постоянно говорю. Плыви по течению, но веслами-то управляй. И счастье оно тебя находить чаще начнет, да? Там новые знакомства, неожиданные там решения проблем. Или даже предложения там о любви, да, об отношениях. Они сразу возникнут, как только ты дашь простор для новизны. Твое внутреннее вот это «а нужно ли мне это?» оно сменится на, как сказать, вот «почему бы и да?» Вот так вот. И окажется, что риск, который так тебя пугал, он все же приносит удивительные результаты. И ты ощутишь, как мир открывается, знаешь, с другой стороны. С более... с широким спектром возможностей, понимаешь? Которые раньше ты бы игнорировала, а теперь просто берешь и пробуешь. Понимаешь? И в твоем мировоззрении появится больше легкости, больше веры, что не нужно там обязательно просчитывать все до миллиметров, да?
порой вот именно спонтанность, она приводит к самым лучшим итогам. Совет, ну, смотри, совет тут важно понять, что иллюзий стало многовато. Понимаешь? Ты можешь быть слишком уверена, что есть только там либо судьба все решит, либо я все сама. Но на самом деле путь компромисса — это позволить событиям идти, но не переставать осознанно действовать, понимаешь? Если вдруг поймешь, что просидела без движения, да, там, как говорится, молясь на судьбу, которая за тебя все решит, то встряхнись и делай реальный шаг к цели, а не продолжай сидеть. И наоборот, вот если чувствуешь, что сводишь все к жесткому контролю, то напомни себе, что жизнь — это ж не шахматная доска. Иногда хаос создает лучший ход для тебя, понимаешь? И к крайностям не стремись. Доверься процессу, но в нужный миг бери штурвал на себя. Понимаешь? Тогда твоя вот эта связка судьба плюс выбор, она начинает работать на полную. А если увидишь, что привычка перепроверить 100-500 раз, она вниз тянет, то вспомни, что мир не ждет, пока ты там перепроверишь все до миллиметра. Понимаешь? Иногда, чтобы не упустить шанс, нужно внезапно шагнуть в неизвестное. И тогда сама поймешь, что вот так оно, как сказать, настоящее сотрудничество с судьбой вот такое. Все просто. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки, сегодня сложный расклад для понимания, но кому нужно, те поймут. И первый у нас вопрос, что действительно судьбоносно в твоей жизни. Ну, вот прямо сейчас ты на пороге каких-то вот перемен. Но ключевое, что судьба для тебя уготовила, это умение по-настоящему радоваться вот простым вещам, понимаешь? Ты умеешь радоваться простым вещам, когда все бурлит там, ну или наоборот замолкает, да? У тебя внутри есть вот этот, как сказать, резервуар тепла, который вот в нужный момент всплывает, как круг спасательный. Понимаешь? Ты можешь быстро вот зарядиться позитивом, да, и людей отогреть вокруг, вот как спасательный круг. И именно такая возможность, не возможность, способность, она идет из глубины. Понимаешь? Это твой судьбоносный подарок. То есть, по-другому объясню, тебе суждено быть человеком, который вот в любых условиях найдет пару веских причин там для улыбки и вдохновения. Хотя бы там ради самой себя, да, не обязательно для окружающих. И это заложено вот в ДНК твоего характера. Именно этот талант, он держит тебя, как казалось бы, там, когда вот все на грани, а он тебя держит. Другим тяжело, а ты вдруг находишь чудо небольшое, да, там, в самой банальной ситуации или вещи. Это и есть линия судьбы. Понимаешь? Тебя не случайно наделили таким даром, потому что через вот эти, как сказать, кучи радости ты способна, как сказать, настроение вернуть. Вот как объяснить-то не могу. Все плохо, а солнышко светит, и все уже тебе хорошо. А окружающим ты в это время можешь, как говорится, помочь, когда ты там с подругой в попе застряла, извините меня за выражение, да, то ты можешь просто так ни с того ни с сего, слушай, а жизнь-то прекрасная. Да, пофигу, что мы там с мужиками расстались и так далее. То есть вот этот вот светик в конце тоннеля. Какая часть твоей жизни про твой выбор? Ну,
это про твою внутреннюю решительность. У тебя ведь даже вот несмотря на всю легкость, есть такой момент, когда ты говоришь себе «хватит». То есть ты не терпишь, когда кто-то подавляет твой там огонь внутренний, да, или там пытается управлять тобой. Вот как раз в такие моменты это твой выбор вступает. То есть никто сверху не приказывает, что ты там что-то должна делать. Ты сама решаешь, что пора вырваться там из рамок, да? Твой привычный ритм может пойти под откос, потому что ты своим решением рубишь вот эти старые сценарии, начинаешь там новую работу, новые отношения и так далее, понимаешь? Вот как объяснить, не пойму. То есть это не от судьбы исходит, это от твоего осознанного «хватит». В этом вся соль. Судьба тебе подкинет предпосылки, да, но именно твой выбор, то есть там делаю это, потому что хочу, это и двигает твою жизнь к новым вершинам. Не судьба, ты. Без твоего вот этого решительного «да» или там «нет», да, все останется на уровне фантазий, возможностей, а реализоваться они не смогут. И это формируется твоим только выбором. Как ты видишь судьбу или случайность своей жизни? Ну смотри, у тебя мысль периодически есть. Ну, может, это все, как сказать, не случайно, да, не может это все случайно быть. Когда события вот складываются, особенно, как сказать, волшебно, да, то ты начинаешь догадываться, что есть какой-то сценарий свыше. Но ты не падаешь в вот этот фатализм, да, потому что тебе не нравится идея, что все предрешено, и ты не можешь повлиять на исход. Нет, тебе это не нравится. Поэтому у тебя рождается компромисс. Есть какие-то заданные условия, но я сама раскладываю карты жизни, да, как считаю нужным. И вот в этом вся твоя философия. Ты веришь, что случайности — это подсказки, а не жесткие какие-то приказы. И ты, как режиссер, принимаешь или отклоняешь вот эти предложения судьбы. Если чувствуешь, что подсказка с тобой не резонирует, то ты спокойно, как говорится, идешь своей дорогой. А если она попадает в твою волну, то ты такая, ну, ладно, попробуем, да? И вот этот гибрид, вот эта гибридная позиция, да, она позволяет тебе балансировать между верой в судьбу, да, и собственной инициативой. Причем ты довольно успешно балансируешь. Что можно изменить и как? Ну, сомнения в твоих решениях всегда проскальзывают, да? Типа, а не отпускаешь ли ты слишком какую-то ситуацию на самотек, или наоборот, не слишком ли я давлю? И вот важно научиться гибкости. Можешь чередовать фазы активного движения вперед и фазы чуть в сторону отойти, да, и дать жизни самой шанс предложить. И вот выстраивая баланс, ты получишь больше, чем если будешь только на газ давить, да, или только у моря погоды ждать. Понимаешь, гибкость, середка. Смысл в том, чтобы не бояться, когда уходит энтузиазм, и не думать, что все теперь там остановилось, все погибло и так далее. Понимаешь? Иногда вот этот внутренний спад — это время набраться сил. Руки опустились, отдохнула, дальше идешь. А если вот чувствуешь, что сил много, да, энергии много, то не отмахивайся от шансов, которые тебе вдруг там выплывают. Пробуй говорить «да», даже если на 100% не уверена. Ключик — это работать в команде с миром, понимаешь? Чуть меняя свое поведение по обстановке. Тогда жизнь станет не просто там серией многотонных проблем, да, а увлекательной станет, где ты рулишь и позволяешь миру, конечно же, сыграть не с твоей жизнью, а вот свои ноты, понимаешь?
Что будет, если изменишь это все? Гибкость примешь, то увидишь, как вот все проще станет. Вместо напряженных каких-то попыток все контролировать или там все на судьбу бросать, ты начнешь совмещать вот эти две модели. Ты будешь чувствовать себя менее загнанной, да? Появится уверенность, что если что если там сейчас не пошло, да, то можно чуть оборот избавить. А если наоборот сердце горит, да, как говорится, можно взять и быка за рога. И вот эта стратегия, она даст тебе результаты и спокойствие душевное. И все вокруг заметят, что ты, как сказать, перестала держаться жестко за какой-то там один сценарий и стала более открыта к другим точкам зрения. А это магнит для новых возможностей. Понимаешь? Отношения, работа, внутреннее состояние и прочее, 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 это все обретет легкость. Понимаешь? Парадокс, он, знаешь, вот в том, что как только ты перестаешь биться, как говорится, насмерть, да, за все, и даешь пространству, как сказать, даешь больше пространства для судьбы, то вот все гораздо благоприятнее складывается. Ты перестаешь растрачивать свою энергию на конфликты со Вселенной и начинаешь замечать подсказки, сочиняешь их там своей инициативой, понимаешь? У тебя баланс должен быть. Совет. Ну, нужно успокоиться по поводу, знаешь, у тебя в голове часто, а вдруг я упущу там свое предназначение, там то, что мне предначертала судьба. Если что-то по-настоящему твое, оно проявится снова и снова. Вот это нужно понять. Понимаешь? Или ты сама почувствуешь вот этот толчок изнутри, который, не сможешь игнорировать. Поэтому не бойся, что ты пропустишь какой-то судьбоносный момент, судьбоносного мужчину и прочее, прочее. Жизнь, она умеет стучаться на, как сказать, вот на повторе, если ты не услышал его. Конечно, бездействовать тоже не нужно. Старайся принимать решения с учетом интуиции, разума, да, поровну. Бывают дни, да, конечно, там, когда хочется побыть в одиночестве, в отшельничестве, да, но если пришел сигнал действовать, то не зарывайся в сомнениях, шаг делай и, главное, не усложняй. Чем проще ты будешь смотреть на подсказки вокруг, да, тем быстрее ты найдешь компромисс между «да, это судьба» и там «а я тут при чем?». Понимаешь? То есть это золотая середина, это и будет твоим ключом к вот этой мирной и плодотворной синхронизации со Вселенной, понимаешь? Тут все просто. Много всего сказал, сегодня расклад, конечно, сложный к пониманию, но он найдет того, кому этот расклад предначертан, и тот, кто поймет все до единого гвоздика. Приходи в проживание арканов и помни, что дед всегда рядом.